1947 год. Иудейская пустыня. Пастух-бедуин ищет потерявшуюся козу. Он бросает камень в темную пещеру в скале и слышит звук разбитой глины. Внутри кувшины. Внутри кувшинов свитки. Свиткам 2000 лет. Пастух не знал, что нашел крупнейшую рукописную находку в истории человечества. Но вот вопрос, который задают очень редко. Почему к этим свиткам не давали доступа почти 40 лет? Что было внутри? Что так напугало мир? Сегодня мы это узнаем. Мы уже говорили о книге Еноха, тексте, который убрали из Библии. Мы говорили о нефилимах, о существах, которых вычеркнули из официальной истории. И многие из вас спрашивали одно и то же. Где доказательства? Они здесь. В 11 пещерах у берега Мертвого моря, в 800 свитках, в 2000 лет молчания. Именно здесь были найдены фрагменты книги Еноха, той самой запрещенной. Именно здесь тексты, которые переписывала загадочная секта, люди, которые ждали конца света. Кто они? Что знали? И почему мир так долго не хотел, чтобы мы это узнали? Это не легенда. Это задокументированный исторический факт. Февраль 1947 года. Пастух по имени Мухаммад эд-Диб. Потерявшаяся коза. Случайный камень, случайная пещера. Он мог уйти. Он мог не заметить. Но он спустился вниз. 7 свитков в глиняных кувшинах, запечатанных, написанных на иврите и арамейском языке. Ученые поначалу не верили, думали подделка. Потом проверили. Радиоуглеродный анализ, палеография, химический состав чернил – подлинные. Возраст – от 3 века до нашей эры до 1 века нашей эры. Это были старейшие рукописи Ветхого Завета из когда-либо найденных человеком. Потом начались официальные раскопки. Нашли еще пещеры. Пещера 2, 3, 4, до 11. Итого более 800 свитков и их фрагментов. Фрагменты почти каждой книги Ветхого Завета. Кроме одной – книги Эсфирь. Почему именно она отсутствует? Этого никто до сих пор не знает. Но вот что важно понять прямо сейчас. Только треть всех свитков – это тексты Библии. Остальные 2/3 – это что-то совсем другое. Что именно? 2/3 свитков – это апокрифы, сектантские тексты, комментарии, молитвы и книги, которые церковь никогда не признала священными. Среди них книга Еноха. В одной только пещере номер 4 было найдено 11 ее фрагментов, той самой книги Еноха, которую убрали из канона. Среди них книга Юбилеев, альтернативная история сотворения мира, с деталями которых нет в Бытии. Среди них Дамасский документ, описание Тайного Завета между Богом и общиной, которая жила в пустыне. И свиток войны, описание финальной битвы, сыны света против сынов тьмы. 40 лет войны, 7 сражений. Бог лично ведет свое войско. Детали этой битвы
позже появятся в Апокалипсисе Иоанна. Совпадение или один и тот же источник? Но из всех свитков один стоит особняком. Один написан не на папирусе, не на коже, на меди. Почему? Потому что то, что в нем написано, слишком важно, чтобы сгнить. 1952 год. Кумранская пещера, номер 3. Медный свиток нашли отдельно от всех остальных. Не в кувшине, не рядом с другими рукописями. Один, на полу, в самом конце пещеры. Он был сделан из 2 медных листов, скрепленных вместе. Когда ученые попытались его развернуть, он рассыпался. Пришлось разрезать на полоски специальной пилой. И когда они смогли его прочитать, список. 64 пункта. Название мест, расстояние, описание. И в каждом месте сокровища. Золото, серебро, сосуды, благовония, священные облачения. По оценкам исследователей, общий вес металлов превышал 65 тонн. Это было сокровище Иерусалимского храма, спрятанное перед приходом римских легионов до 70-го года нашей эры. Священники знали, храм падет, и они спрятали все, каждый предмет, в 64 местах по всей Иудее. Где это сейчас? Ни одного из 64 мест так и не нашли. Либо описания зашифрованы, либо сокровища все еще лежат в земле, либо их нашли и не сказали. 1947 год. Находка. 1991 год. Полный открытый доступ. 44 года. Почему? После открытия свитков был создан Международный комитет по изданию рукописей Мертвого моря. Небольшая группа ученых. Они монополизировали доступ к оригиналам. Никто другой не мог работать с материалами. Никто другой не мог делать переводы. Никто другой не мог публиковать результаты. Только они. Среди членов комитета католические священники с прямым личным интересом в том, как будут интерпретированы тексты. Официальное объяснение: материал сложный, требует времени. Но прошло 10 лет, 20, 30, а переводов нет. В 1991 году библиотека Хантингтона в Калифорнии опубликовала фотографии свитков без разрешения, без согласования с комитетом. Скандал, обвинения, давление. Но доступ открылся, наконец. И мир впервые увидел, что было внутри, что именно они так долго скрывали. Что именно в этих текстах опасно? Свиток храма. Самый длинный из всех свитков, почти 9 метров пергамента. В нем подробное описание законов, архитектуры храма, ритуалов, но написано от первого лица, как будто Бог говорит напрямую, без Моисея как посредника, без священников как переводчиков. Это прямой вызов традиционному авторитету. Если Бог говорит напрямую, зачем нужны посредники? Дамасский документ описывает общину людей, которые верили. Официальные священники Иерусалима развратились, отошли от Бога. Истинный завет хранят они в пустыне, в удалении от мира. Это
Есеи. Секта, которая отвергла официальный Иерусалим, которая переписывала священные тексты руками в пещерах столетиями. Свитки показывают нам, то, что мы называем иудаизмом и христианством, это не было монолитом. Это был спор, конкуренция идей, борьба за то, что считать истиной. И победители решали, что останется в каноне, проигравшие спрятали свои свитки в пещерах и ждали 2000 лет. Пещера номер 4. Самая богатая из всех. Более 15 000 фрагментов рукописей. Среди них фрагменты книги Еноха на арамейском языке, датированные III-II веком до нашей эры. Это означает одно. В момент написания свитков Мертвого моря книга Еноха считалась священным текстом. Ее читали, на нее ссылались, ее хранили рядом с Торой. История о стражах, о падших ангелах, о нефилимах, она была здесь, в этих пещерах. Это была нормальная часть иудейской веры. Потом кто-то решил, что эта история слишком опасна, и убрал ее. Не из истории, только из официального канона. А история осталась. В меди, в коже, в глиняных кувшинах. 2000 лет. Свитки Мертвого моря — это не просто архив, это зеркало. В нем отражается то, что было выбрано остаться, и то, что было решено забыть. Каждый раз, когда архивы открываются, мы видим немного больше правды. В следующем видео мы откроем книгу Юбилеев, текст, который переписывает историю сотворения мира с самого начала и отвечает на вопрос, что произошло до Адама. Подпишитесь, чтобы не пропустить. Архивы открыты.